Лобогрейка – это простейшая жатвенная машина для уборки зерновых культур, таких как рожь, пшеница, овес или ячмень. Применялась при раздельном способе уборки урожая. Раздельный способ – это когда жатва хлеба и молотьба зерна происходят отдельно друг от друга. Обычно лобогрейка имела ширину захвата около 1,5 метров, приводилась в действие упряжкой из 2 или 3 лошадей и давала производительность порядка половины гектара в час. Для работы при этом требовалось 2 человека. Первый управлял лошадьми, второй отодвигал скошенный хлеб от режущего аппарата и определенными порциями сбрасывал массу на стерню. Друзья, всем привет! Это 14-й выпуск серии «Эволюция узлов и агрегатов техники» и тема сегодняшнего видео – лобогрейка. Классическая лобогрейка состоит из рамы, платформы, поворотного передка, ходового и опорных колес. В передней части находится сегментно-пальцевый режущий аппарат и мотовила, как на комбайне. Ножи режущего аппарата приводятся в действие посредством кривошипа и шестерен от ходового колеса. От него же через ременную или цепную передачу вращается и мотовила. На платформе в передней и средней частях устанавливались сиденья для рулевого и рабочего, сбрасывающего хлеб, а сзади зерноуловитель – ящик с решеткой, куда через отверстие осыпалось зерно, выбиваемое при сбросе хлебной массы. Однако потери зерна при работе на такой машине все равно достигали 20, а иногда и 30%. Из регулировок можно выделить изменение высоты среза растений и наклона платформы. Первая задавалась положением конструкции относительно ходового и полевого колес, второе – специальным рычагом на передке. При желании мотовила и платформа убирались, и лобогрейка превращалась в обычную косилку. Рабочий процесс выглядел следующим образом. Животные тянули лобогрейку вперед, режущий аппарат по принципу ножниц срезал стебли у корня, мотовила укладывала срезанные растения на платформу, а рабочий на заднем сиденье вилами сгребал накопившуюся массу и периодически сбрасывал ее на землю. После этого сжатый хлеб связывали в снопы, грузили на телегу и везли на ток, где выбивали зерно вручную цепами или с помощью конных молотилок. В большой советской энциклопедии 1938 года происхождение названия лобогрейки объясняется тяжелыми условиями труда. Что животные ходят быстро, механизмы работают без остановки, бросать скошенную массу приходится целый день, и лоб мокрый все время, то есть лоб греется. Интересно, какое место в эволюции зерноуборочных машин занимает лобогрейка. Все началось с изобретения простейшей жатки, и первые эксперименты относятся еще к Древнему Риму. Уже тогда в Галлии экспериментировали со специальной повозкой с зубьями, которая при движении по полю срывала колосья и собирала их в специальный короб. Современный же вид жатка начала приобретать в начале 19 века. Наиболее известными представителями той эпохи являются шотландский изобретатель Патрик Белл, американский предприниматель Обед Хасси и его конкурент Сайрус Маккормик. Наиболее успешным стал именно последним. В 1834 году он основал компанию McCormick Harvesting и наладил серийное производство своих машин. Это были обычные механические жатки с ножом и мотовилом, которые просто срезали хлеб. К началу 1850-х годов простейшая жатка обзавелась платформой для накопления хлеба. В 1856 году изобрели машину, в которой ручной сброс хлеба с платформы заменили на специальный механизм. А в 1867 появилась и первая жатка-сноповязалка. Она не только срезала хлеб, но и автоматически связывала срезанную массу в снопы. В Российской империи жатвенные машины начали появляться в середине 19 века, причем сразу и американские, и шотландские, и отечественные. В частности, алфавитный указатель статей журнала Министерства государственных имуществ за 1841-1856 годы фиксирует публикации об испытаниях под Петербургом и Херсоном жатвенных машин, построенных по способу Гассея, Каунгерта, а также машин американского и шотландского производства. Отдельно упоминается мастерская Петра Леппа, открытая в Хортице в 1850 году.
Леб прибыл из Пруссии, долгое время занимался ремонтом часов, а затем перешел к постройке сельскохозяйственных машин. К 1860-м он организовал собственную плавильню и наладил серийный выпуск косилок, сеялок, веялок, конных граблей, соломорезок и молотилок. Вскоре мастерская превратилась в полноценный завод, известный в Российской империи как товарищество Леб и Вальман. И именно здесь, в 1874-м, началось серийное производство отечественных сжатых с платформой системы Леппа, получивших впоследствии название «Лобогрейка». Современники писали, что новая машина вызвала настоящий фурор. Там, где для срезания хлеба раньше требовалось 10-20 человек, теперь могло справиться двое. В начале 20 века американская компания McCormick объединилась с несколькими большими игроками и превратилась в International Harvester. В 1909 году она выкупила под Москвой фабрику New York A-Brake и перестроила ее под выпуск сельскохозяйственных машин. Несмотря на то, что к тому времени уже существовали более совершенные жатки-самосброски и сноповязалки, долгое время в России оставались популярными именно лобогрейки. Они были простыми, максимально надежными и не требовали от работников особой квалификации. Сообщается, что этот завод проработал до 1924 года. Затем его национализировали и переименовали в завод сельхозмашин имени Ухтомского. Параллельно производством лобогреек занимался и ростовский плугостроительный механический чугунно- и медно-литейный завод «Красный Аксай». Основанный еще в 1891 году, к началу 20 века он стал одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в стране. К 1910 годам счет почвообрабатывающих и жатвенных машин, выпущенных ростовским предприятием, шел уже на десятки тысяч. В середине 20-х годов к выпуску жаток лобогреек подключился и Херсонский завод сельскохозяйственного машиностроения имени Петровского. Параллельно с этим в мире развивались и прицепные зерноуборочные комбайны. Плюсы этих комбайнов очевидны. За один проход они срезают хлеб, сразу его обмолачивают и очищают. Однако, несмотря на это, вытеснить простейшие жатвенные машины они смогли далеко не сразу. В том же Советском Союзе жатки-лобогрейки хорошо себя чувствовали и в 1939, и в 1946, и в 1951, потому что им не нужны ни тракторная тяга, ни горючее, ни сложное обслуживание. Главное – лошадь и рабочие на сбросе. Возможно, работоспособные машины где-то остались до сих пор. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться. Всем счастья, радости, любви. Пока.